Друзья, всем привет! Сегодня я опять со своим любимым скребком. Мы будем делать массаж. Ирина мне будет помогать. Будет моей моделью. Будем делать поясницу. Ты говорила, да, у тебя спина так чувствительна, ну как бы испытывает напряжение. Вообще я за то, что когда клиент приходит, и он говорит, что у меня страдает поясница, и вот у меня боли в пояснице, я, конечно, за то, чтобы проработать вообще всю спину. Потому что наш организм единое целое, и поясница может болеть не только, ну то есть эта зона, она будет болеть, но она будет, например, болеть от того, что мы неправильно ходим, от неправильной походки, от осанки, и может быть какое-то нарушение в грудном отделе, будет болеть поясница. Поэтому я все-таки за то, чтобы как можно больше зон затрагивать во время массажа. Ну, когда нету времени у клиентов или чего-то другого, там настроения, финансов, можно проработать просто зону поясницы, но все же вот грудной отдел тоже я буду с ним работать. Сначала я это все руками выполняю. Больно, да, здесь? Я смотрю, я вижу, что ты напрягаешься. И делаю вывод, что вот раз ты напряглась, и я делаю вывод, что клиенту больно, спрашиваю, чувствительно, да, чувствительно. Начинаю делать слабее. Не говорю ему, потерпите, так нужно, а что вы хотели. Это же массаж, это не рай, это ад. Нет, это уже как бы, не знаю, откуда это взялось. Может быть, от каких-то садистических наклонностей некоторых мастеров, но на самом деле так не должно быть. Да, должно быть чувствительно, где-то может чуть-чуть больновато, но где-то больновато, это должно быть секунда. И когда мастер это видит, он все-таки должен снижать силу воздействия. Потому что нельзя клиента вылечить за один сеанс, убрать ему, значит, все блоки, которые он за жизнь накопил в своем теле. И как бы ты ни старался, и сколько бы ты силы ни прилагал, этого не случится, только будет хуже. Так, дальше я беру скребок и поработаем. Ну, например, выберу себе часть, пока вот эту вот небольшую, буду работать между... По мышце буду работать, мышцу буду пропускать между вот этой частью вдоль позвоночника. Можно вдоль позвоночника так сделать, но нет, так не получится. Здесь я буду задевать. Смотрю, что мне так некомфортно, и немного другую часть подключаю. Конечно, таким скребком комфортнее работать с большими клиентами, с мышечными, или когда много подкожно-жировой клетчатки, когда достаточно большая спина, накачанная, или наоборот, не накачанная, но большая. Не больно?
Чувствую, что масла не хватает. Сейчас немного более поверхностно. И с другой стороны также я буду прорабатывать. Можно здесь пока остаться. Нет, здесь неудобно. Максимально комфортную зону для себя еще. Ну, с этой стороной всегда работаю, руками тоже. С противоположной стороны стою всегда. А с этой стороны чувствительно, да? Угу. Я чувствую, ты прям мышцы напрягаешь. Ну, она сама напрягается. Угу. Да, да. Ну, в такой ситуации, если мышца сама напрягается, и клиент не может обратить внимание там, на дыхание, подышать, расслабить эту мышцу, то тогда мы делаем слабее. Если с помощью дыхания это возможно сделать, то смотрим тоже на реакцию мышцы. Так нормально, не слабо? Хорошо.
Ну, сейчас я повторяю движение костяшками. Если бы была более мощная спина, конечно, я бы делала более такой широкой стороной и прям так размашисто могла проработать. Но здесь вот очень аккуратная получилась такая работа прям по мышцам. Ну и по отведению мышцы в сторону. То же самое все как руками. Только я это выполняла скребком. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте слово «Еще» и приобретайте онлайн-обучение, которое я курирую. Буду с вами на связи. Все, всем пока.